Как петь красиво? Ребята, всем привет! С вами преподаватель вокала Орлеанна. Ребята, сегодня у нас реакция, но реакция необычная. Знаете, мне пришла такая идея, я хочу ее тоже попробовать на своем канале. Так как вы у меня больше любите смотреть реакции, то я решила полностью с уроков вокала перейти на полностью реакции. Ну, так вот получается, к сожалению, что тема уроков вокала на моем канале заходит хуже, чем тема реакций. И я решила попробовать записать реакцию на урок вокала. Я сейчас в YouTube ввела запрос «Как петь красиво». Я думаю, что многих из вас этот вопрос, возможно, интересует. Как петь красиво? По большому счету, петь может каждый. Но как делать это красиво? Это уже другой вопрос. Как делать это вокально? Вот давайте сейчас я посмотрю видео, которое меня заинтересовало по этому вопросу, и скажу, сходится ли мое мнение с мнением автора. Я сейчас хочу взять видео очень известного блогера на ютубе, вокального педагога Марго Соловей. У Марго почти 200 тысяч подписчиков. Сколько? 177 тысяч подписчиков. Это достаточно уже известная девушка на ютубе. И давайте посмотрим, мне просто вот интересно, будет ли сходиться мое мнение с мнением автора. Погнали, я включаю видео, а вы пока не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны. Что же мешает тебе петь красиво? На самом деле очень много факторов того, что может помешать вам петь красиво. Вот с этим я абсолютно точно согласна. Нет какого-то одного ответа на то, почему некрасиво получается. Да? Давайте дальше. Но сегодня я раскрою один из них, и это зажимы в теле. Абсолютно точно. Если у вас тело в целом зажато, очень много скопившейся энергии, которая должна на самом деле выходить из тела. Да? Вообще все зажимы, они рождаются от головы в первую очередь. В голове психический зажим переходит в телесный зажим. Если вот эта энергия, она не уходит, да, то нам становится с этой энергией все сложнее и сложнее жить. С этой лишней энергией она должна уходить в окружающую среду. И зажимы – это, конечно, первое, от чего нужно избавляться, когда вы занимаетесь вокалом. Как бы вы не тренировали технику, если есть в теле зажимы, то они будут мешать полетности и свободе звука. Марго, спасибо огромное, да. Вот Марго очень красиво, мне нравится, как она художественно говорит. Все очень понятно, доступно и коротко. Да, действительно, если вы тренируете свой голосовой аппарат, казалось бы, делаете упражнения распевки, но если не отслеживаете момент зажима плеч, да, зажима челюсти, какое-то неправильное положение, оно тоже рождает зажим. Поэтому техника – это то, что помогает нам развивать голос, но если будет блок из зажимов, то даже техника вам не поможет. Поэтому первое, что вам нужно отследить, поймать и искоренить – это зажимы в своем теле. Абсолютно точно. В теле встречаются 4 зажима, и сегодня я про них вам расскажу. Вот давайте сейчас послушаем внимательно про те виды зажимов, про которые скажет нам Марго. Может быть, даже, кстати, какой-то из них я упускаю. Первый зажим – это челюстной. Да, ребята, это самое основное. Челюстной зажим встречается практически у каждого человека, который никогда не пел или боится петь. Страх всегда рождает зажим, поэтому бояться вредно. И вот челюстной зажим – это такая как бы защитная реакция. Если у нас не открывается челюсть или она зажата очень сильно, то, скорее всего, у вас будут неприятные, болезненные даже ощущения в этой области. Это прямо сейчас, если мы говорим про крайнюю степень зажима, да, что зажим может настолько сильно уже прогрессировать, что возможны болезненные ощущения. Знаете, у меня была ученица, у которой вот с этим была проблема, причем, когда она приходила на занятия вокальные, она совершенно спокойно могла избавиться от этого зажима. Но она рассказывала, что ночью она бывало просыпалась от того, что
она очень сильно сжимает челюсти, и ее поход к стоматологу однажды открыл для нее, что у нее даже начались проблемы с зубами от того, что начала стираться эмаль, да, настолько сильный этот зажим, настолько сильно она старалась как-то вот так вот защититься, что ли, от окружающего, да. То есть вот здесь может напрягаться, либо вот здесь. Вот здесь чаще всего, если челюсть зажата, начинает уставать и напрягаться. Не сразу, а с ходом песни, например, или под конец занятия вы можете чувствовать здесь усталость. Да, это тоже такое есть, что когда вы поете на зажатой челюсти, то у нас напрягается и здесь, и в целом вы можете ощущать першение в горле. Звук при этом плохой, он не выходит, он все время застревает. Как бы челюстной зажим является таким блоком, через который ваш вокальный звук не проходит. И вот это, конечно, очень большая беда для начинающих вокалистов. Конечно, опытный педагог это отследит и постарается убрать. Но тут, конечно, очень много еще факторов, да, как сам человек готов с этим бороться, как он вообще воспринимает информацию, насколько он обучаем. Попробуйте свою челюсть пооткрывать, порасслаблять. И только... Да, у меня есть даже такие упражнения на слог ла, это из итальянской вокальной техники. Ла-ла-ла-ла. И важно, чтобы она открывалась симметрично и чтобы не было никакого ощущения натяжения или напряжения, когда мы открываем правильно челюсть. Да? Второй зажим находится прямо вот здесь, между ваших бровей. Но чего не должно быть между ваших бровей, вот этой вот. Ёшкин кот, я про это даже не знала, представляете? Скорее всего, что сейчас скажет Марго, это вот эта вот зона, когда мы любим все время с вами, ребята, щуриться, да, вот так вот хмуриться, зажиматься. Вот, этого, конечно, не должно быть. Я, когда ученики у меня поют, тоже отслеживаю, чтобы лоб был ровненький, чтобы не было вот этого вот, да, гармошечки и вот такой вот хмурящегося выражения, да. То есть этот зажим вообще в целом, как сказать, я бы не сказала, что это есть зажим, просто бывает такое, что на высокие ноты нам нужно еще напрягать мимические мышцы, и эти мышцы включаются. Но когда они включаются чрезмерно сильно, и это переходит просто в морщину на лбу, то это уже, ну, плохо, от этого надо тоже избавляться. Угу. Если она... Да, бывает просто такое, что человек в целом вот очень нахмуренный, да, такой вот приходит. Вот. И нужно избавляться от этого на лице зажима. Этот эмоциональный, скорее, да, зажим будет влиять, конечно, на зажимы в шее, на зажимы шейных мышц. Поэтому вот этой складки у вас быть не должно. Какое может быть положение бровей? Либо маска удивления. Вот это, да, очень интересно. Маска удивления, да, когда мы удивляемся, когда на самом деле, ребята, поете упражнения, старайтесь не просто каким-то безразличным выражением лица их петь, эти упражнения, а старайтесь все время немножечко как бы удивиться, как-то вот какую-то энергию удивления добавить и любознательности какой-то. Да, интересно, сколько всего нового. Либо маска жалости, да, видите? Поэтому следите обязательно, чтобы вот этой морщины у вас при пении не было. Да, это очень, кстати, хорошее замечание, ребята. Я конкретно не выделяю это как вид зажима своим ученикам, да, но я всегда очень четко отслеживаю этот момент. Если человек начинает на упражнениях вот так вот морщиться, я ему это указываю, говорю, что следи, возьми прямо зеркальце и следи за тем, чтобы не появлялось вот этих складок на лбу. Вот этих тоже не должно появляться, да, вот таких вот. Вот таких. Это прям даже страшно становится. Вот, не надо вот с таким зажимом, ребята, петь упражнения, да, удивляйтесь, все время удивляйтесь, делайте большие удивленные глаза. Напряжет весь звук. Такой будет. Третий зажим – это шея. Обращайте внимание на вот эти вот шейные мышцы. Здесь... Да, тоже есть такое. Бывает, ребята, вы, наверное, даже замечали, что когда человек поет с напряжением, вроде бы он даже может сильно петь, он может так прям практически кричать таким вокальным звуком, да, но вы смотрите, насколько здесь вот в тонусе вот эти мышцы,
как в тонусе, они напряжены, и даже вены начинают вот здесь вот проступать. Это, ребята, очень плохо. Никаких вен ни в коем случае не должно быть, когда вы поете. То есть, конечно же, у нас здесь мышцы, они в целом как-то работают, но они должны, так скажем, быть в балансе с нашей расслабленностью. Да? Если у вокалиста, у певца вот здесь вот зажимаются мышцы и видны вены, это значит, что он поет, такое выражение, на горле. Наверное, часто встречали. Это неправильное пение, пение связками на горле, с зажатой гортанью, но это вообще самое ужасное, что может быть. То есть голос «до свидания». Здесь не должно быть вспухших вен, напряжения. Иногда, да, если совсем уж эмоциональный какой-то кусочек, то это может быть заметно. Кстати, да, вот тоже Марго молодец, указала, да, что иногда на каком-то супер эмоциональном моменте где-то что-то мы можем увидеть, что мышцы вот здесь вот так вот напряглись, но все равно вены проступать никогда, ребята, не должны. Краснеть шея, да, вот у людей, которые еще, когда вот эмоционально верхние ноты поют, у них здесь вот напрягается все, вены проступают, шея краснеет и лицо краснеет. Это вот прямо нет. Это ужасно. Это вот такого быть точно не должно. Если покраснело лицо, значит вы значит вы неправильно поете, значит вы неправильно делаете. И тем более здесь у всех по-разному, кто-то даже разговаривает, и венка может вспухнуть. Это уже индивидуально, надо отслеживать. Самое главное, на что нужно обратить внимание. Не задирайте голову при пении. Когда я рассказываю про позу, про позицию при пении, мы всегда фокусируем внимание на том, что плечи у нас должны быть внизу, они не должны быть вот такими, да, опущенными. Голова, то есть лицо смотрит строго вперед. Вперед смотрим. Не наверх, не вниз тем более, да. Хотя это тоже тем более. Не вот как-то так, не сяк. А вот ровно, симметрично. Прям нужно почувствовать симметрию своего тела. Два плеча внизу, лопатки слегка сведены, смотрим вперед, челюсть опускается вниз. Вот это правильное положение. Все, что отклоняется от этого положения, для вокальной техники неправильно. Но я сейчас не говорю, ребята, про мюзикловских артистов, которые поют вверх ногами, бывает, да? Тут уже совершенно другая подготовка, как вы понимаете. Когда и челюсть не сможет открыться, и звук не сможет быть никогда полезным, потому что вы тянетесь куда? Да, потому что вот этот зажим, он говорит о том, что вы начинаете включать внешние гортанные мышцы и поддерживать им звук. А внешние гортанные мышцы должны быть в пении свободны. Они должны скорее раскрывать гортань, нежели работать над звукоизвлечением. Да. И, соответственно, звук будет очень зажатый, плоский и полет. И четвертый, самый последний зажим, это, конечно же, наши плечи. Да, вот я то, что уже сейчас, в принципе, сказала, да, я вообще, честно говоря, ребята, очень сильно обращаю внимание на зажим именно вот этих плеч, потому что зажим плеч, он встречается практически у каждого, даже и так скажу, кто не занимался специально освобождением от этого зажима, этот зажим есть абсолютно у всех людей, абсолютно у всех. Начиная с подросткового возраста он развивается, если над телом не работать, и он есть у взрослых людей, да. Когда вы начинаете этим заниматься, когда вы через осознание убираете этот зажим, от него, как не то, что легко, но потом постепенно вы от него можете избавиться. Но если не задумываться, то тело всегда стремится на то, чтобы защититься, закрыться. И я думаю, что вы, возможно, замечали, что чем старше человек, тем как бы ощущение, что его шея короче, оно присутствует, да. То есть последите прям за собой, насколько длинная у вас шея. Вот если на балерин посмотреть, кажется, что у них шея просто, я не знаю, из ног растет, да. Вот надо стремиться к такому положению, как у балерин. Длинная шея. Он плечами старается дотянуться до ноты, которые нужно спеть. И это тоже усугубляет, да, что нужно, хочется и вдохнуть вот здесь, и подняться вот здесь. Нет, верхняя часть тела, она должна быть расслаблена, лежать внизу, быть свободной. Все Марго правильно говорит. В коем случае так не делайте. Сбрасывайте плечи, например, вдох, и сброс напряжения должен у вас быть.
Все это можно попробовать отслеживать во время пения. Конечно же, во время пения я не советую думать о том, открывается ли у вас челюсть, есть ли у вас вот этот вот зажим и так далее. Это тоже, кстати, очень важное замечание. Такие вещи, про зажимы мы работаем в самом начале. Конечно, когда вы работаете над песней, над произведением, у вас уже совершенно другие задачи. Вам нужно донести образ, вам нужно донести музыку, вам нужно думать о других вещах. Освобожденное от зажимов тело, оно уже у вас должно быть. Поэтому избавление от зажимов – это начальный, прямо самый начальный этап вашего вокального развития. Просто снимайте себя на видео и смотрите, есть ли какой-то из этих зажимов. И если есть, тогда пойте перед зеркалом какое-то время. Хорошее замечание, да. На видео себя очень полезно заснимать, и так же, как записывать свой голос на диктофон, когда вы занимаетесь, да? Чтобы потом отслеживать, что вам нравится, что вам не нравится. Чтобы устранить от себя вот эту привычку, которая мешает вашему полетному звуку. Все. Умница. Марго, молодец. Если я буду продолжать смотреть Марго, то мне все время будет все нравиться, я буду совсем соглашаться. Наверное, я поищу какие-нибудь трэшовые видео на ютубе. Всем пока, надеюсь, это видео было для вас полезным. Не знаю, насколько вам заходит такой формат, нравятся, не нравятся эти разборы. Я, можно так сказать, заочно поговорила с Марго на тему вокальной техники и вокальных зажимов, да. То есть вы уже можете понять, насколько мое мнение сходится или не сходится. Да, Марго сказала про 4 вида зажима, которые существуют в нашем теле. Вообще их на самом деле больше. Их больше, но то, что относится непосредственно к вокалу, Марго осветила. Единственный момент, что я не выделяла как отдельный вид зажима, это вот эти вот брови и складка между бровей. Хотя это тоже вообще напряженная мимика, напряженные мышцы лица, это можно выделить как отдельный вид зажима, потому что зажим он может быть не только здесь, он может быть вот здесь. То есть это может быть в принципе вот это вот ощущение, вот здесь вот все такое как будто, знаете, непробиваемое. Вот поэтому мы делаем упражнения разные и снимаем эти зажимы. А насчет вот этого межбровного зажима я всегда его отслеживаю у учеников, потому что это, в принципе, даже не эстетично смотрится, когда ученик поет, и я думаю, вряд ли зрителю будет приятно смотреть на человека, который выходит и вот так вот морщится, да, что-то странное. Лицо должно всегда выражать либо удивление, либо радость, либо счастье. В общем, это должна быть всегда светлая эмоция на лице. Спасибо огромное, Марго. Если ты смотришь это видео, то я полностью с тобой согласна, абсолютно под каждым словом могу подписаться. И мне очень нравится мягкая подача Марго, как она говорит, что она говорит, и в целом звучание ее голоса. Спасибо огромное. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Это, вы знаете, помогает развитию моего канала. Я безумно вам за это благодарна. Очень радуюсь всегда новым зрителям, новым подписчикам. Подписывайтесь на канал, если с первый раз смотрите это видео. Ну и напишите в комментариях обязательно, понравился ли вам такой формат видео и продолжать ли мне в том же духе реакция на уроки вокала. Ну все тогда, с вами преподаватель вокала Орлеана. Ребята, не прощаюсь, обязательно еще увидимся.